Всем добрый вечер. Итак, дорогие друзья, перед вами еще один яркий творческий алтарь. Впрочем, как и все мои алтари. Потому как я к своей работе подхожу очень серьезно, с большой любовью и, скажем так, я фанат своей работы. Я считаю, что если человек всецело не отдается тому делу, чем занимается, то грош цена такому человеку и его делу, и его вкладу в мировую, скажем так, копилку. Каждый человек приходит в этот мир, чтобы сказать свое слово. Так говорили древние и мудрые. Свое слово. Но слово это не означает, что он должен кричать или на каждом углу каждому говорить то, что он думает. Нет. Свое слово каждый говорит по-своему. Врач говорит свое слово тем, что лечит тяжелобольных, изобретает новые методы. У него есть выбор остаться рядовым сельским фельдшером или стать профессором. И открыть, скажем так, свои определенные секреты и тайны для излечения тяжело больных людей. Потом свои навыки оставить своим ученикам и уйти. Он сказал свое слово этому миру. Он сказал то, что он хотел сказать как доктор. Художник приходит в этот мир и совершенствует свое искусство. И он говорит миру свое слово путем своих картин, полотен. Он тоже говорит свое слово. Ювелир говорит свое слово, показывая свое мастерство, всю свою страсть и любовь, вкладывая в камни, в золото, в серебро, создавая шедевры. Он говорит свое слово таким образом. Писатель говорит свое слово через своих героев, через свои книги. И так далее, и так далее. Каждый человек, каждой профессии говорит свое слово путем своих работ, с помощью своих работ. Это твое слово, сказанное этому миру. Я говорю свое слово с помощью магии. Мне дана история, мне дана политология, я владею 4 языками. Но основное мое слово, так уж решили силы мироздания, что основное свое слово я этому человечеству сказала через магию. То, что мне было дано через моих предков. Дорогие друзья, прежде чем я перейду к ритуалу, первое, что хочу сказать, не обращайте внимания на определенные, скажем так, шмыгание носом – это невроз. Он проходит, его возможно заговорить, на определенное время он затихает. Но для абсолютного излечения невроза, это хроническая вещь, нужен покой, нужно отойти от дел надолго и так далее. Я себе это, к сожалению или к счастью, позволить не могу. Поэтому он, естественно, до конца не излечивается. Это не зависит от человека. Если вы видели, у человека иногда дергается глаз или кожа лица, даже такое есть, пальцы рук. Это невроз, то есть это определенное сокращение мышц, которое не зависит от нас, от человека. Он не способен их контролировать. И если бы это было возможно, то мы бы это контролировали. Поэтому точно так же из-за сокращения мышц лица, и тем более пройдя очень сложную операцию, вы знаете, что у меня было, естественно, там очень многое нарушилось в этой системе. И когда начинает самопроизвольное сокращение, то, естественно, идет звук, то есть воздуха из носа. Если кому-то это неприятно, не смотрите мой канал. Потому что некоторые пишут, что я удаляю
отрицательные какие-то комментарии. Нет, отрицательные комментарии я не удаляю. Я удаляю хамство. Потому что я знаю, что люди будут меня защищать и начнут писать, и отсюда оскорбления, оттуда. А я не хочу, чтобы мой канал превращался в помойку, как у некоторых. Я хочу, чтобы люди заходили здесь, получали помощь, получали знания, но никак для того, чтобы зайти и нахамить, и нагрубить, и оскорбить кого-либо. Понимаете меня? Поэтому хамские, беспардонные, невоспитанные комментарии я выкидываю вместе с их хозяевами. Это первый. Второй момент. Я подарила огромное количество ритуалов, оберегов и помощи тем людям, которые находятся в зоне военных конфликтов. И я объяснила, почему. Некоторые говорят, вот был Донбасс, а вот если бы тогда вот было... И тогда я дарила. Я уже много лет на своих каналах дарю огромное количество оберегов, ритуалов защиты, которые рабочие, в которых есть ключ, в которых есть спасение и прочее, прочее. И просто люди, которые знают, они пользуются этим давно. Но это не говорит о том, что я дала эти ритуалы только сейчас. Более того, всегда, когда я выкладываю такие ритуалы, внизу я пишу и прошу, то есть, точнее, девочек написать ссылки на все остальные такие же похожие ритуалы, спасительные для людей, которые находятся в зоне риска. Да и вообще мы в зоне риска все и везде. В данный момент мир так сошел с ума, что каждый из нас в зоне риска. И поэтому каждому из нас это пригодится. И что я хочу вам сказать? Вот все погибшие дети, как правило, дети очень верующих родителей. Я смотрю, рядом с их фотографиями иконы стоят и так далее. А я вам говорила и повторяюсь. Христианский Бог забирает то, чем ты дорожишь. Вот что ты у них попросишь сохранить, Он у тебя это заберет. Потому что Он питается эмоциями отрицательными, он питается болью человека. И понимая, что для тебя дорого и потеря кого тебе причинит особую боль, он его как раз и забирает. Вы открываете душу своему врагу. Вы можете меня слышать, можете нет, кидайте камнями, обзывать, я не знаю, говорить все, что угодно. Это ваше право, ваша душевная, знаете, слепота и темнота, я не собираюсь никого отговаривать. Я только говорю, нас любят и слушают только родные боги. Боги чужеземные, они пришли как завоеватели. Они свои религии утвердили на крови, на убийствах, на геноциде целом. Христианство, в частности, в Армению, Армения, которая приняла первое христианство в 301 году, боги принесли туда разруху и геноцид. Первый геноцид, который был у каждого народа, наверное, это было именно христианство. Как и в Армении, так и на Руси. Путем геноцида, уничтожения огромного количества народу была утверждена религия христианства. Та религия, которая приходит с кровью, с убийствами, она не может быть добрая, у нее уже основа кровавая и бесчеловечная. Так вот, я говорила вам и повторяюсь. Кто услышал, тот услышал. Мне очень многие пишут, и я некоторые даже выложила сегодня под роликом «Я царь саванны», где люди написали, в каких страшных условиях выживают их близкие и родные люди, что просто невероятное везение. И некоторые даже с подозрением начинают на них смотреть, потому что в таких передрягах, где никто не остается в живых и остается только этот человек, это говорит о том, что эти древние силы берегут. А те, которые день и ночь молятся Иисуса за здравие сына, как правило, получают его, к сожалению, в гробу. Очень жаль вам это говорить, но это истинная правда. Тот Бог, который сам себя не спустил с креста, он на вас не будет обращать внимания.
Его отец, который не пожалел собственного сына, который приказал Аврааму зарезать Исаака для того, чтобы тот доказал свою любовь ему. Такой немилосердный Бог, который приказывал уничтожать огромное количество народу, который убил и наказал царя Израиля Саула только за то, что тот пожалел невинных людей, мирных людей, не стал их колесить и страшно убивать. Тот Бог, который приказал Давиду войти к женам, изнасиловать их на глазах всего войска, к женам Саула за то, что тот не послушал и ослушался его, и он отобрал и отдал этот трон жестокому Давиду, который был готов на все и вся, ничем не гнушался. Такой Бог не может быть милосерден к вашим детям. Хотите услышать меня, услышите. Не хотите, ваше право. Но я вам еще раз говорю, только те боги, которые были боги наших отцов, дедов, прадедов, наших пращуров, извиняюсь, нашего отечества и нашей нации, только эти боги нас слышат и помогают. И те боги, которые те же самые, просто у каждого народа названия одни и те же, а на самом деле языческие боги, и та сила, которая была в язычестве, она помогала человеку. А эти новые боги, они навязывают насилие, мучение, и считают, что это нормально. Мы еще должны благодарить и всю жизнь каяться в том, что мы вообще живем и существуем. Подумайте хорошо. Просто задумайтесь без агрессии, без криков, без ругани, без кулаков, без истерики. Вот подумайте пару минут просто, честно признайтесь себе, вы в жизни просили его сохранить что-то, как раз это у вас и забирали. Всегда. Что вам дорого и что вы просили его беречь, именно это вы и теряли в жизни. Посмотрите на очень верующих людей, как они живут. Какая у них нечеловеческая жизнь, какая они подавленные, озлобленные, уставшие от жизни, какие они вечно больные. Сколько раз было, когда ребенка крестили, у него начинались болезни друг за другом, потому что лишали его рода, лишали его защиты рода. Вы знаете, в исламе тоже есть некое такое посвящение в религию, но в исламе нет абсолютно отрывания от рода. Там немножко по-другому. Вот, наверное, поэтому у них иногда смотришь, у них сплоченности больше и внутренние такие национальные ценности более углублены. Потому что в исламе на самом деле, да, есть какое-то посвящение, но таких вот оторвать полностью от рода, от родителей. Вы понимаете, откройте раскрещивание, я там все объясняю. Отрывают от родителей, от рода, отдают чужим людям под предлогом духовные родители, вот, крестные и крестные. То есть ты никто. Это ритуал отрывания твоего ребенка от своего рода, лишение ребенка его, скажем так, его помощи, да, помощи его рода. Вот о чем речь. Все на этом отвлечемся и начнем дальше. Итак, монгольские ритуалы, которые многим нравятся очень, потому как монголы – это тот народ, который внезапно просто, по внезапному везению держал в страхе очень долгое время, много веков, огромные державы, Русь, например, которые в степи вот просто из пустоты создал огромные ханства. И после вот эти 7 маленьких ханства и государства, которые остались внутри России, это же все ханство. Астраханское ханство, Калмыкское ханство, Крымское ханство, Татарское ханство, Башкирское ханство. Эти все мелкие ханства, дорогие друзья, Сибирское было ханство, Татарское – это Казанское ханство. Это все создано именно вследствие набегов. Потом постепенно русские цари, великие князья начали постепенно подчинять себе эти маленькие большие ханства. Но факт
в том, что абсолютно из ничего возник народ, который завоевал и создал на этих территориях свои маленькие государства, которые до сих пор есть. Это говорит о том, что у них особое везение. У них особое везение, и они, руководствуясь этим везением, создают себе государство. Где-то везением, где-то насилием, но в любом случае, как видите, им везет в этих ситуациях. Так вот, монгольские ритуалы получаются у многих. Почему? Потому что у очень многих есть все-таки кочевая кровь. Не обязательно монгольская. Кочевая кровь, потому как, например, юг России, одни скифы, сарматы, печенеги, да, это все смесь различных генетик. Север России не лучше, мягко выражаясь. Алтайцы, племена, которые передвигались все время. Угро-финские племена тоже, знаете, одно время были кочевые. То есть это понятие кочевое и энергия кочевого народа, она есть у многих. Именно поэтому многие любят мои монгольские ритуалы, потому что они сразу получаются. У нас была счастливая юрта, удача кочевника монгола и много-много таких ритуалов, которые мои. Я вам рассказывала о том, что у меня был хороший друг, который служил в Афгане, потом в Монголии долго жил, и целую там папку просто тетради мне привез с монгольскими различными заговорами, поверьями, на основе которых я создала свои работы, и они очень хорошо работают. Кроме всего прочего, я человек-полиглот. Можно не знать, не обязательно знать весь язык, но язык магии, определенные заклинания, определенные слова на языке, на котором ты хочешь создать ритуал, зная это, ты уже создашь определенный ритуал. Но это я не объясню, понимаете, никак не объясню. Этим надо заниматься, это надо знать, чтобы понять, о чем я вообще веду речь. Просто так с воздуха никто не поймет. Да вам и это и не нужно знать. Вы, главное, берете и делаете, и у вас получается. И очень многие мне говорили, что после монгольских ритуалов им удавалось продать дом, купить новый, расшириться. Им удавалось быстро закрыть кредит и так далее, и так далее. Итак, вот эту юрту на днях мне подарили. Если помните, я вам показывала вот эту вот обстановку внутри. Ой, упала красавица Ханша. Сейчас я ее обратно поставлю. И, собственно говоря, я, насколько поняла, это войлок ткань. Это определенная такая материя, из которой собирали юрту. И, естественно, с собой забирали самое необходимое, потому что особо много с собой таскать не будешь. Ну, самый главный доход кочевников – это крупнорогатый, мелкий скот. Только этим, собственно, и жили, потому что из пастбища из одного в другое перебирались. И это и был основной доход, но еще и грабежами занимались некоторое время. Но это не всегда удавалось, потому что, смотря к какому государству они подходили близко, могли получить очень жесткий отпор. Поэтому здесь не факт, что им позволялось это делать. Итак, следующий момент в этом ритуале. Куриная кость. Я уверена, что это многим знакомо. Вот эта куриная кость, она на Востоке вообще играет особую роль. Часто на нее спорили. Например, отрывали вдвоем куриную кость, и весь день один другому пытался сувать какие-то предметы. Там, или воду дать пить, или угощал чем-то. И каждый раз, когда ты берешь, нужно говорить: я помню. А как только ты забыл это сказать, все, ты, значит, проиграл, и на что вы спорили, этот человек обязан тебе, то есть ты обязан этому человеку подарить, купить и так далее. Вот куриная кость, вот эта вот кость именно считалась символом везения, удачи, денежным символом и собой носили.
Но сегодня нам понадобится куриная кость и нить. Мы с вами будем делать ритуал, собственно говоря, который очень хорошо вам поможет финансово вот как бы состояться. И тем более, если вы торговлей занимаетесь и так далее, вы можете эту куриную кость с собой носить, и каждый день у вас будут продажи. Что нужно для этого? Для этого, во-первых, юрту и так далее у вас не обязательно, чтобы вы искали, но разложить нужно на красную ткань свои украшения. Некоторые говорят, вот у меня нет украшения, а что мне делать? Можно у соседей брать? Нет. Вы не для соседей делаете, поэтому у соседей ничего не берем. Если у вас нет украшений, начните с малых ритуалов, пока у вас не соберутся украшения. Вот когда они у вас соберутся, потом уже будете делать более сильные ритуалы. С малого до великого, да, потихоньку поднимается каждый человек. Это нормально и так должно быть. Итак, красная ткань, сумерки, то есть должно быть темно, камни, украшения, серебро, золото и так далее. Бижутерию забываем. Бижутерия здесь не нужна. Далее. Поскольку камни и металл драгоценные, они обладают энергией, больше ничего. И красная свеча. Эту красную свечу в других ритуалах можно потом использовать, это не страшно. Начитали, начитали 10 раз, и я вам покажу, какими действиями вы привязываете эту красную нить, то есть вы привязываете денежную силу к себе. После чего это все можете убрать, а куриная кость либо храните дома, где-то спрятать нужно, чтобы никто не видел, либо в кошельке, либо если вы, скажем так, занимаетесь торговлей или от вашей работы зависит ваш доход, естественно, просто есть люди, которые бюджетники, да, а есть люди, у которых каждодневный доход. Значит, вы носите с собой эту куриную кость. На работе можете оставить, спрятать, но чтобы там никто не нашел. Потому что если кто-то найдет, кто-то увидит, он потеряет актуальность. Так вот, когда время проходит, эту куриную кость оставляйте с откупом 10 монет под деревом. Вот когда вы почувствовали, что поток денег уменьшается, куриную кость оставляйте и берете новую куриную кость. Я думаю, знаете, где она находится. Она находится, где грудка курицы, где белое мясо. Обычно там эта кость находится. Новую покупайте курицу или там часть курицы. Варите, естественно, и мясо употребляете, а это забираете с красной нитью. Точно так же проводите ритуал. Этого ритуала может хватить надолго. Например, у вас не получается продать машину, у вас не получается продать дом и так далее. Вы проводите этот ритуал, через некоторое время у вас эта сумма приходит. Просто некоторые пишут, вот я не работаю, я ничего не делаю, я вот ритуал, если проведу, мне деньги придут. Нет, с воздуха никто вам их не кинет. И мешками тоже не принесут, ночью не оставят у вас возле ворот, знаете. Но хотя была такая армянская притча, когда мужчина жене, которая все время орала, что иди деньги принеси, зарабатывай, он говорил, женщина, ты не понимаешь, если Бог захочет нам дать денег, он даже с крыши кинет эти деньги. Вот однажды так уж получилось, что царскую казну обворовали, и когда царские войска уже доходили до разбойников, они так испугались, что если у них увидят эти богатства, их повесят, что подошли к ближайшему дому, поскольку дом их был низкий, то есть маленький, вот они поднялись на крышу, оттуда эти мешки скинули вниз, сами спустились, и пошли, как ни в чем не бывало. Царские войска их остановили, увидели, что мирные люди, ничего у них нету, и отпустили. И вот тут, сидя муж с женой, видят, как из крыши валится на них золото. И он говорит, вот видишь, когда я говорил тебе, что если захотят, вот так даже с крыши дадут.
Это только тому мужику так повезло, поэтому, к сожалению, сейчас у нас царей нету, грабить их никто уже не может, этих современных царей, потому что у них все счета в банках, а туда добраться тяжело. Так что не мечтайте, что вам с крыши кто-нибудь скинет. Работать надо самим. Но и просить богов об удаче. Тогда все в одну кучу совместно даст результат. Начнем. Я буду читать столько раз, сколько хватит у меня зарядки. Вот так берете. Давайте я сначала покажу вам, а потом прочитаю. А вы сами вот так вот. Просто таким образом и с этой стороны несколько раз. Не имеет значения узлов, сколько, чего. Главное, чтобы нить красная вот так вот привязать. Осторожно, потому что это очень хрупкая кость, очень мягкая. Она может как бы сломаться. Можно в каком-нибудь мешочке держать, если переживаете. Можно на работе прям там и оставить, чтобы постоянно не таскать с собой. Так. Сколько бы ни было нити, да, нить шерстяная, красная, обязательно из шерсти. Потому что шерсть, она символизирует такую живую энергию, имущество. Очень много ритуалов на шерсти проводится. Если помните, я вам давала, да, такие ритуалы в том числе. На мехах, на шерсти и прочее. Чего я только вам не давала, уважаемые товарищи, люди. Так вот, таким образом. Это не имеет значения как, но главное, чтобы привязать. Так, еще раз. И вот по ходу дела вы так вот привязываете, читайте, чтобы в общем получилось 10 раз. И неважно, скажем так, у вас нить закончится, пока вы читаете или нет, это не главное. Вы дочитайте просто 10 раз. И эту кость храните. Денежные пополнения у вас будут сразу же. Сначала могут поменьше, потом побольше. Хотя, знаете, не факт, потому что есть моменты, когда у людей сразу получается. И наоборот, потом поток становится меньше, меньше, потому что денежные ритуалы, они теряют энергию, и постоянно их нужно обновлять. Итак, Баян Ханша. Амдардак алтар юрт. Хёрхон Баян Сайхан. Амдардак Ханша Баялгайль. Хувальцах. Надад ок. Алт. Монго. Аслег. Эдлег. Торго. Алмаз. Суфт. Монго. Минихуфт. Баян Байх. Ханша Тимбайх. Вот такой необычный язык, да. Ну, я произношу так, чтобы вы могли, потому что если я буду сейчас гортанные звуки, например, эмдальдах, альтхаар, вы не сможете. А вообще произносится именно так. Да, текст будет тогда, когда Ян немного освободится. Ну, на днях. Если не втерпёшь, берите, перепишите сами. Ничего страшного, если вы одну букву не так напишете. От этого ничего не нарушится. Главное, энергия заговора. Баян Ханша. Амдардах. Алтар. Юрт. Хёрхон. Баян Сайхан. Амдардак. Ханша Баялгайль. Хувалцах. Надад ог. Алт Монго. Юслех. Эдлех. Торго. Алмаз. Суфт. Мёнго. Минихюфт. Баянбах. Ханша. Тимбах. Баян Ханша. Амдардак. Алтар юрт. Хёрхон. Баян Сайхан. Амдардак. Ханша. Баялгайл. Хювальцах. Надад ок. Алт Монго. Юслех. Эдлег.
эдлел, торго, алмаз, сувт, мёнхо, мини-хют, баян байх, ханша, тим байх. И еще раз. Баян ханша, амдардак, алтар, юрт, хьорхен, баян, сайхан, амдардах, ханша, баялгайк, хуйвальцах, надат ок, алт, монго, юслех, эглел, торго, алмаз, сувт, мёнго, мини-хют, баян байх, ханша, тайм байх. И вот так 10 раз. И, естественно, эту кость спрятать, все остальное убрать. И через некоторое время, когда денежный поток чуть уменьшается, это просто оставить под деревом с откупом 10 монет и повторить по новой. Всем удачи!